Всем привет! Сегодня мы посмотрим, как цветут в июле розы акварель, лин Рено и госпел. Так, ну, роза акварель. Акварел, она же Perfect Harmony. Меня просили показывать куст целиком. Я попытаюсь это сделать, ухватить его. У меня здесь очень узкое место в моем участке. Вот такой вот высоты. То есть где-то, наверное, до талии уже этот куст высотой. Вот так сейчас выглядит акварель. Я вам говорила в прошлом видео, что ее бутоны в начале вот такого, да, прелестного желтого с розовой каемкой персикового цвета. Постепенно они после распуска они выгорают, становятся вот такие вот, то есть серединка белеет, края лепестков сильнее еще становятся еще розовее. А вот как раз мы можем с вами полюбоваться на цветок в полном распуске. То есть вот во что он превращается. Он практически выгорел. И это... Где он тут? Вот. И это полностью, практически полностью уже белые лепестки сильно белеют. Видите, уже желтого почти не осталось. Зато розового очень много. Теперь вот эта вот роза. Лин Рено может называться My Inclusive, Elbe Florence, Inclus, Sweet Parfum de Provence, Антон Чехов, Forget Me Not. Значит, тоже распустила много цветков. Могу сказать, что в прошлом году она была какая-то другая немножко. Наверное, она... У нас был очень жаркий июнь, и вот эти вот розы, они просто выгорели. Лин Рено от Мейян имеет крупные ароматные цветки теплого розового цвета. Куст высотой от 80 до 150 сантиметров отличается устойчивостью к болезням, обильным цветением и яркой листвой. Насыщенный аромат цитрусов. Но вот эта роза тоже, она невероятно ароматная. Просто невероятно. Распустился первый цветок на розе Госпел. Роза Госпел в переводе Евангелия или Proper Job выведена Хансом Юргеном Эвансом в Германии в 1997 году, позже представлена в каталоге Тантау как Госпел в 2012 году. Он немножко такой низкий, внизу расположен. Но это невероятная роза, которая, пожалуй, моя любимая, потому что она очень мощная. У нее вот есть наверху еще тоже бутоны. Чайно-гибридная роза. Цвет пурпурно-фиолетовый. Сильный аромат. Средний диаметр 11 см. Очень крупная, очень пышная, более 41 лепестка. Цветы старомодной формы, с четвертинками. Полюбуемся на ее полное цветение. Это первый цветок. Он невероятно богатый, южный, настоящий такой роскошной южной розы аромат. Если не оставлять на розе отцветшие бутоны, то она не сможет завязать семена и будет дольше радовать вас своим цветением. У каждой розы свой характер. Я подбирала розы в свой сад по нескольким параметрам. Во-первых, роза должна была иметь сильный аромат. Во-вторых, уметь хорошо сопротивляться болезням. В-третьих, мне нравятся цветки с большим количеством лепестков и крупным размером цветка. Почти все розы, отобранные мной, прекрасно зимуют в Ленинградской области без укрытия. Как именно я готовлю их к зиме, расскажу в следующих видео. Если вы хотите еще больше вдохновения для своего сада, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, а я буду показывать не только наш розарий, но и другие сады и парки. Давайте создадим цветущий рай даже в нашем северном климате.